Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня я приглашаю вас связать вместе со мной вот такой свитер с ажурной кокеткой. Эта модель, с моей точки зрения, сочетает в себе простоту и элегантность. Свитер связан от горловины с ажурной кокеткой и азиатским ростком. Он идет с классическим круглым вырезом, а отделка связана вот такой фантазийной резинкой. Рукава идут с манжетом по низу, которые также выполнены этой же самой резиночкой. Под рукавами я сделала небольшую ластовицу. Вот она, которая делает посадку более комфортной. В своем мастер-классе я разберу пошагово все этапы вязания, начиная с набора петель, резинки и заканчивая тем, как спрятать хвостики нити в готовом изделии. Вот здесь на манжете спрятаны хвостики. Сразу вы их и не увидите. Также провяжу вместе с вами все этапы вязания и поделюсь своими маленькими хитростями. Сначала предлагаю посмотреть результат работы, потом приступим к совместному вязанию. Перед началом вязания я делаю некоторые расчеты. Мой свитер будет связан с круглой кокеткой. Вязать его я буду от горловины, поэтому расчеты мне нужны минимальные. То есть мне нужно знать плотность вязания в районе груди, чтобы рассчитать полотно и кокетку соответственно. Также мне нужны расчеты для резинки, чтобы горловинка сидела так, как я это себе представляю, и одновременно я могла легко надевать изделие через голову. Провязав маленький образец, так как у меня стоечка здесь будет небольшая, мне достаточно провязать было 15 сантиметров в ширину и 5 сантиметров в высоту. И сделать замеры в стянутом состоянии резиночки, так как она будет сидеть по горлышке, и в растянутом, чтобы безболезненно можно было надевать через голову и ничего мне не мешало. Произведя эти расчеты, я высчитала, что мне нужно где-то приблизительно 50 петель. Так как у меня аэропорт резиночки 5, то 100 петель идеально вписываются в мои расчеты. Далее, провязав лицевой гладью образец 20 на 20, потому что для расчета количества петель нужно брать центральную часть
провязанного полотна. Я высчитала, что у меня в 1 сантиметре получается 2,19 петли и 2,9 ряда. Ряды мне особо не важны, но так как я уже вязала образец, я этот замер у себя сделала. Почему не важно количество рядов? По простой причине, что при вязании от горловины есть возможность частых достаточно примерок, и они более объективны, нежели связанный образец. Дело в том, что образец мы вяжем в любом случае не очень большой, и там не учитывается вес изделия. И иногда возникают вот эти погрешности, что по образцу у нас вроде бы вот так оно должно быть, а в реальности получаются несоответствия. Но вот эта ширина мне очень важна для изделия, потому что иначе мне придется распускать. Итак, произведя замеры, я высчитала, что вот здесь у меня должна быть ширина полочки приравниваться 105 петлям. Так как я вяжу изделие на размер МЛ, мне достаточно ширины 48 сантиметров. Я не хочу, чтобы мой свитер был слишком свободен. И исходя из этого, у меня 105 петель – это полочка. Так как я буду вязать по кругу, у меня получается 210 петель должно быть на спицах, когда я начинаю вязать основную часть своего изделия. Также мне важна высота кокетки, но опять-таки ее замеры я делаю больше, особенно если это ажурная кокетка или с каким-то другим узором. Я больше доверяю примерке, нежели образцу. Поэтому узор я не вязала. Если вам проще по образцу, тогда нужно его будет тоже провязать и сделать замеры высоты и ширины ее. Я же поступаю следующим образом, как я уже сказала, больше доверяю примерке. Я знаю, что высота моей кокетки должна быть приблизительно 18-20 сантиметров. В зависимости от узора эта высота может немножечко колебаться, и за счет ластовицы оно потом все это убирается и сидит красиво по фигуре. Далее я делаю расчеты для рукава. Рукав я замеряю по изделию или же по руке, кому как удобнее. Я чаще всего по изделию, которое на мне сидит идеально с моей точки зрения, я и делаю замеры. И я посчитала, что у меня в верхней части рукава, после того, как я провязала уже кокетку, должно быть 70 петель. А вот по низу я хочу 50 петель. И исходя из этого, приблизительную высоту рукава я также высчитываю по образцу, но она у меня приблизительная, 130-140 рядов. И из этого я делаю вывод, что мне нужно убавлять будет в каждом 10-м ряду. Делать убавление по 2 петли. Но как я делаю убавление, это все буду показывать по ходу видео, и тогда уже будет видно, какие именно я убавления делала, потому что вот эти все расчеты, они приблизительные. После всех произведенных расчетов основного изделия и горловины я начала распределять количество узоров. Изначально я хотела, чтобы у меня было 5 узоров по переду и спинке и 3 узора на рукавчике. Но сопоставив горловину и основную часть изделия, я пришла к заключению, что лучше мне изначально увеличить количество раппортов данного узора. Во-первых, это будет смотреться объемнее и очень вероятно, что интереснее. По факту мы потом увидим. И распределила следующим образом. По переду и спинке у меня будет 6 раппортов узора. А вот по рукавчикам 4 раппорта узора. Возможно, по ходу вязания я немножечко буду делать корректировки и менять расположение петель. Но об этом, конечно же, позже. А теперь давайте приступим к вязанию. Я буду вязать из пряжи
Ирен – это итальянская пряжа фирмы Ярна. Стопроцентная шерсть. Здесь в 100 граммах 1400 метров. И буду я вязать ее в 5 сложений. Мне это очень удобно, так как обычно на классический свитер у меня уходит 450 до 500 грамм пряжи. Поэтому здесь как раз 5 моточков и 5 сложений вязать будет удобно, так как ничего не нужно будет перематывать. Просто с каждого моточка я беру ниточку и соединяю их. Получается нить без скрутки, но это для меня плюс, так как красиво она ложится в лицевой глади. Номер цвета здесь 1544. Если кому-то будет интересно. Вообще эту пряжу я достаточно неплохо знаю, много с нее уже связано. Мне она нравится тем, что она не колючая и достаточно приятная к телу, учитывая, что здесь идет стопроцентная шерсть. Еще что также мне подходит, это то, что конкретно эту пряжу можно стирать в стиральной машинке и сушить в сушильной машине. Естественно, все на режиме шерсть, но это не ручная стирка. Руками я не очень люблю стирать. А вот из этой пряжи у меня получается стирать, не деформируя вещи в машинке. Возможно, кому-то эта информация также будет полезна. Но опять-таки повторюсь, что только на режиме шерсть. На деликатном режиме я ее не стираю. Я буду вязать обычными круглыми спицами фирмы Адди, номер 4,5. Вот так они выглядят. Они достаточно скользкие. И кончики здесь подходят для вязания такой пряжи. Так как здесь у меня не будет слишком много ажура, то очень даже неплохо. Начинать же вязание я буду вот этими своими любимыми квадратными спицами. Они у меня тоже идут номер 4,5. Единственное, что кубические спицы, в отличие от круглых, по крайней мере этого производителя, они отличаются где-то около половины размера. То есть если кубические 4,5, условно их можно приравнять к четверке обычных круглых спиц. Больше, в принципе, здесь отличия не будет. Кубические, они хорошо держат петли, но здесь мне это не нужно, поэтому я выбрала круглые спицы. Нужно и на них иногда вязать, не только на своих любимых. Итак, давайте начнем. Я набрала 101 петлю. 100 это моя горловина и 1 соединительная петля. Далее у меня вот нить от клубка, вот хвостик, который у меня остался. Его достаточно, чтобы потом спрятать, не напрягаясь. После того, как я расправила все петли, пододвинула их ко второй спице, я буду соединять их в круг. Для этого я первую петлю переношу на правую спицу и через нее сбрасываю последнюю петлю. Вот таким вот образом. Я ее хорошенько затягиваю, оба кончика. Все, вот так выглядит это соединение. Потом я просто вот хвостик маленький, который я его выведу на изнаночную сторону, и мне не придется больше никак соединять дополнительно петли, чтобы там не получалась дырочка, что зачастую бывает. Далее я вешаю маркер, это маркер начала ряда у меня, и начинаю вязать раппорт самого узора.
изначально раппорт узора у меня будет составлять 5 петель. Итак, начинать я буду с лицевой петли. Лицевая, 1 изнаночная петля, лицевая, 2 изнаночные. 1, 2. И повторяю. Лицевая, 1 изнаночная, лицевая, 2 изнаночные петли. 1, 2. Лицевая, изнаночная. Нужно подвинуть все. Дальше лицевая, 2 изнаночные. Таким образом я провязываю до конца круга. Итак, я довязываю круг, выполняю последний раппорт узора. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночные петли. 1 и 2. Маркер перебрасываю и продолжаю вязать также по схеме, но после вот первого установочного ряда далее лицевые петли я буду провязывать скрещенными, а там, где 1 изнаночная, это будет платочная петля, и я ее буду чередовать. 1 раз провязывать изнаночной, 1 лицевой. Итак, второй круг, 1 лицевая. Вот эта платочная петля, я ее провязываю также лицевой, и следующую лицевую провязываю уже скрещенной. Далее 2 изнаночные петли, 1, 2. Лицевая скрещенная, обычная лицевая петля, лицевая скрещенная, 2 изнаночные, 1, 2. И таким образом продолжаю вязать до конца ряда. Лицевая скрещенная, лицевая, лицевая скрещенная, 2 изнаночные. Я подхожу к концу ряда, провязываю вместе с вами последний раппорт, лицевая скрещенная петля, лицевая, лицевая скрещенная, 2 изнаночные. Закончила круг, перебросила маркер и вяжу третий ряд. Лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночные петли. Лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночные петли. Таким образом провязываю до конца ряда и вяжу свою стоечку приблизительно 5-6 сантиметров. Я потом примеряю, и будет мне лучше видно, какой высоты она мне нужна. Итак, я повторяю вязание второго и третьего ряда на высоту 5-6 сантиметров. Сейчас на экране вы видите схему вязания резиночки, которую я вам показала. Вы можете остановить видео и перерисовать ее, или же сделать снимок экрана и вязать по данной схеме. Вместе с вами я провяжу один элемент данного узора поворотными рядами. По кругу вязать этот узор намного проще, но поворотными рядами показывание, как это выполнять, подойдет тем, кто будет с такой кокеткой вязать кофточку. Итак, первый ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать с фантазийной резинки. 2 изнаночные петли, 1 лицевая скрещенная, 1 изнаночная, это петля платочного узора.
1 лицевая скрещенная, 2 изнаночные. Далее перехожу к вязанию основного элемента узора. 3 лицевые петли, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. И заканчиваю ряд также фантазийной резинкой. 2 изнаночные, 1 лицевая скрещенная, 1 изнаночная петля, лицевая скрещенная и 2 изнаночные. Ряд заканчиваю кромочной петлей. Второй ряд. Кромочная, его я также начинаю с резинки, 2 лицевые, изнаночная скрещенная петля, обычная изнаночная, изнаночная скрещенная, 2 лицевые и основной узор. 1 изнаночная, накид, 3 изнаночные петли, 2, 3. 2 вместе изнаночной с наклоном влево, 2 изнаночные. И заканчиваю фантазийной резинкой. 2 лицевые, изнаночная скрещенная, обычная изнаночная петля и изнаночная скрещенная. 2 лицевые и кромочная. Третий ряд. Кромочная, 2 изнаночные петли, лицевая скрещенная, изнаночная обычная петля, далее лицевая скрещенная, 2 изнаночные и основной узор. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые петли, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые. И резинкой заканчиваю 2 изнаночные, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная и 2 изнаночные. Кромочная завершает вязание ряда. Четвертый ряд. Кромочная, 2 лицевые петли, изнаночная скрещенная, обычная изнаночная петля, изнаночная скрещенная. Далее сам после изнаночной скрещенной 2 лицевые петли. Далее сам узор. 3 изнаночные, накид также провязываю изнаночной. Накид, 3 изнаночные, 2, 3, 2 вместе изнаночной с наклоном влево. То есть, если по лицевой стороне у вас провязывается 2 вместе с наклоном вправо, значит по изнаночной стороне провязывается с наклоном влево и наоборот. Заканчиваю ряд резинкой, 2 лицевые, изнаночная скрещенная, 1 изнаночная, изнаночная скрещенная и 2 лицевые петли. Кромочная завершает вязание ряда. И вот повторяя с 1 по 4 ряд, вы провязываете по схеме, потому что на схеме будут указаны все повторения, все их количество. После чего провязывается вторая часть полураппорта узора. Начинается также с резинки, кромочная, 2 изнаночные, лицевая скрещенная и 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночные петли. Теперь приступаю к выполнению самого основного узора. Накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево,
и 3 лицевые петли. 1, 2 и 3. Заканчиваю ряд также резинкой. 2 изнаночные, лицевая скрещенная, 1 изнаночная петля, лицевая скрещенная и 2 изнаночные. 6-й ряд. Кромочная. Начинаю с резинки. 2 лицевые, изнаночная скрещенная, 1 обычная изнаночная петля, изнаночная скрещенная, 2 лицевые и основной узор. 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, так как по лицевой стороне у нас был наклон влево. Далее 3 изнаночные, накид и 1 изнаночная петля. Заканчиваю резинкой 2 лицевые, изнаночная скрещенная, обычная изнаночная, изнаночная скрещенная, 2 лицевые петли и кромочная. 7-й ряд. Кромочная, 2 изнаночные, лицевая скрещенная, 1 изнаночная петля, 1 лицевая скрещенная и 2 изнаночные. Начинаю вязать основной узор. 2 лицевые, накид, 3 лицевые петли, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 лицевая петля. Заканчиваю ряд также элементом резинки. 2 изнаночные, лицевая скрещенная, 1 изнаночная петля, лицевая скрещенная и 2 изнаночные. Кромочной заканчиваю вязать ряд. 8-й последний ряд этого фрагмента узора, потому что в высоту раппорт и в ширину будет отличаться. Кромочную переснимаю, 2 лицевые, изнаночная скрещенная, обычная изнаночная петля, изнаночная скрещенная, 2 лицевые, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, это сам основной узор, я уже начинаю вязать с этого убавления. Далее 3 изнаночные петли, накид и 3 изнаночные. 1, 2, 3. Заканчиваю вязание резинкой. 2 лицевые, изнаночная скрещенная, 1 изнаночная, изнаночная скрещенная петля и 2 лицевые. Кромочная завершает ряд. Вот так выполняются элементы вязания этого узора. Схему постаралась составить максимально простую и понятную. Единственное, что я ее разбила на части, чтобы она была более удобочитаемой. Вы можете сделать скрин, сохранить себе и вязать по схеме. Итак, я связала стоечку высотой 5 сантиметров. Замер по высоте делаю в чуть растянутом виде, так как это будет смотреться уже в готовом изделии после ВТО. Далее перехожу к установочному ряду, где я буду начинать формирование самой круглой кокетки. Итак, у меня начинается круг с ажурной вот этой части. Я ее так и провязываю. 1 лицевая скрещенная, 1 лицевая, 1 лицевая скрещенная.
Далее у меня идет 2 изнаночные петли. Первую изнаночную я провязываю изнаночной петлей. Далее из протяжки, вот я ее поднимаю, протяжку, провязываю лицевую скрещенную вот таким вот образом. Вторая изнаночная петля. Далее идет у меня дорожка, лицевая скрещенная, лицевая, лицевая скрещенная. Вновь провязываю одну изнаночную. Из протяжки я буду провязывать лицевую скрещенную. Далее вторая изнаночная петля. И таким образом я провяжу весь ряд. Итак, я заканчиваю вязание ряда, провязываю последний раппорт. Лицевая скрещенная, лицевая, лицевая скрещенная, 1 изнаночная петля, 1 лицевая скрещенная из протяжки. Вот таким образом я ее провязываю. И 1 изнаночная. Я дошла до маркера. Его я сейчас сброшу, так как буду переходить на основные спицы и вязать сам узор по схеме. Это у меня спицы также 4,5, но круглые. И по сути своей они на пол размера больше, нежели кубические, которыми я вязала горловину. Итак, теперь я вяжу сам основной узор по схеме. Дорожка вот эта остается у меня, лицевая скрещенная, лицевая скрещенная. Далее идет 1 изнаночная петля, лицевая скрещенная, 1 изнаночная. Далее идет накид, 1 лицевая, 1 изнаночная петля, дорожка, лицевая скрещенная, изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная петля, накид, лицевая и изнаночная. Таким образом я буду вязать до конца ряда. Итак, я довязываю первый ряд самого узора, последний раппорт, лицевая скрещенная, изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная, накид, лицевая и изнаночная петля. Надеваю маркер начала ряда, все расправляю. Я расправила по спицам, распределила все петли. Вязание немножечко сейчас еще натянуто, потому что я с 40-х спиц перешла на 60-е, но мне ими удобнее вязать, поэтому пару рядов я потерплю натянутость ряда. Итак, первый ряд провязан по схеме. Далее начинаю вязать второй ряд. Лицевая скрещенная, лицевая, лицевая скрещенная, изнаночная петля, накид провязываю лицевой, далее делаю накид и провязываю вторую лицевую петлю. Дальше идет изнаночная и повторяю. Лицевая скрещенная, лицевая, лицевая скрещенная петля, 1 изнаночная, накид провязываю лицевой петлей, делаю накид и провязываю лицевую петлю. Дальше изнаночная
и повторяю таким образом далее вязание. Лицевая скрещенная, лицевая, лицевая скрещенная и довязываю до конца ряда. Далее я буду вязать по схеме. По моим расчетам мне нужно провязать 18 сантиметров круглой кокеткой. Если возникнут какие-то у меня нюансы, то ли нужно будет больше петель прибавить, нежели я рассчитывала изначально, то ли же меньше, я включусь и все это вам расскажу. Если же нюансов никаких не будет, тогда встретимся, когда я провяжу 18 сантиметров данной кокетки. Сейчас я провязываю 18 ряд, в котором добавляется из протяжки одна изнаночная петля с двух сторон от ажурной дорожки. И хочу показать, как я это делаю. Я провязываю сам узор основной, 2 вместе, 1 лицевая, накид, 3 лицевые петли, 2, 3, изнаночная. Далее у меня идут 3 петли ажурной дорожки, перед которой я делаю прибавление из протяжки. Протяжка вот она, здесь хорошо видна. Я левой спицей подхватываю протяжку и провязываю ее изнаночной скрещенной петлей. Вот таким вот образом. Далее провязываю петли ажурной дорожки, лицевая скрещенная, изнаночная петля, лицевая скрещенная. После ажурной дорожки я также прибавляю 1 изнаночную скрещенную из протяжки. Изнаночные петли с обеих сторон я добавляю одинаково, так они лучше выглядят, нежели чередовать дужку лево-право. По крайней мере, с моей точки зрения. Поэтому я точно так же подхватываю протяжку и провязываю ее изнаночной скрещенной петлей. Вот таким вот образом. Вот эта петля. Далее идет у меня изнаночная. Повторяю раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 1 лицевая петля. Накид. 3 лицевые. 2, 3. Изнаночная. Дошла до ажурной дорожки. Подхватываю протяжку и провязываю ее изнаночной скрещенной петлей. Вот таким образом. Все, петля провязана. Дальше идет ажурная дорожка, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. И вновь после ажурной дорожки я провязываю новую петлю из протяжки, изнаночную скрещенную. Вот таким вот образом. Итак, я провязываю весь этот круг. Я связала вот эти ложные жгуты, основную часть узора. У меня здесь от горловины получилось 17,5 сантиметров в чуть растянутом виде, так как это будет у меня на изделии. Теперь я перехожу к формированию перехода от кокетки к лицевой глади. Как я это делаю? Чтобы это все получалось более плавно, я вот первый ряд, когда провязываю убавление, маленькие эти треугольнички делаю, в ажурных дорожках я оставляю петли скрещенными, то есть провязываю их скрещенной петлей. Центральную петлю платочного узора я провязываю лицевой, далее скрещенная. 2 изнаночные я провязываю лицевыми петлями.
Далее у меня идет убавка 2 петель, но перед убавкой я добавляю эту петлю, чтобы не сократить количество петель по ширине моей кокетки. Как я это делаю? Перед косой я поднимаю петлю из протяжки вот таким образом и провязываю ее лицевой скрещенной. Немножечко растягиваю, чтобы мне было удобнее ее провязать. Вот таким вот образом. Далее провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаю убавку 2 петель вместе, одной лицевой с наклоном вправо. И после косы прибавку делаю вот таким вот образом. Вот так я подхватываю протяжку и провязываю ее также лицевой скрещенной. Вот таким вот образом. Далее 2 лицевые. И повторяю. Лицевая скрещенная. 1 лицевая петля. Лицевая скрещенная, 2 лицевые петли, меняю расположение петель на открытое, так как у меня сейчас будет убавление влево, протяжку подхватываю вот таким вот образом, немножечко растягиваю ее, чтобы удобнее было провязать, и провязываю лицевую скрещенную петлю. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо и вновь из протяжки вывязываю лицевую скрещенную, но после ложной косы я протяжку подхватываю вот таким вот образом на спицу и провязываю ее за вторую дужку. Вот так. 2 лицевые, далее я пошла скрещенная, и так я провязываю весь этот ряд. В следующем ряду я буду продолжать делать по схеме эти убавки и добавлять петли из протяжки. Но вот эти лицевые скрещенные вот этой дорожки, я их буду уже провязывать просто лицевыми петлями. Когда я довяжу эти убавления, я вновь включусь и продолжу вязать вместе с вами. Сейчас я буду провязывать последний круг по схеме узора и одновременно буду развешивать маркеры, отделяя полочку, спинку и рукава. Как я провязываю круг? Я вяжу лицевые петли, это уже основа данного ряда. Дохожу до убавления. Вот я вижу, это мое убавление идет. Перед убавлением из протяжки вывязываю лицевую скрещенную. Перед убавлением я поддеваю протяжку вот таким образом. И вот за вторую дужку, за вот эту, провязываю лицевую скрещенную. Вот таким образом. Далее 3 петли у меня остались. Я их провязываю вместе одной лицевой петлей со второй центральной петлей. Для этого я меняю расположение всех 3 петель на открытое, чтобы вторая дужка смотрела на меня. 2 петли у меня остаются на правой спице, 1 на левой спице. Левой спицей за работой я подхватываю первую петлю, аккуратно это спускаю и правой спицей подхватываю вторую петлю.
и ее надеваю также на левую спицу. Затем все 3 петли провязываю одной лицевой. Вот так будет выглядеть это мое убавление. После убавления я также из протяжки буду провязывать лицевую скрещенную петлю. Но после я буду поддевать протяжку спицей вот таким вот образом. Вот. И провязывать ее вот так. Также лицевой скрещенной, но в другую сторону. Таким образом я провяжу весь круг, развешу маркеры и вернусь к вам. Итак, у меня провязана полностью круглая кокетка. Также я маркерами отделила полочку, спинку и 2 рукавчика. По моим расчетам у меня полочка, спинка должны быть 210 петель минус петли подреза. Итого у меня получилось, что спинка и полочка осталось по 99 петель, а рукавчик 61 петля. Делила я таким образом, что вот эта ажурная дорожка, она у меня входит и справа, и слева в полочку, ну или же спинку. А рукавчики начинаются с косы. Вот таким образом я разделила. Как часто бывает с круглой кокеткой, чтобы не нарушать рисунок, я в этом свитере буду делать азиатский росток. Как он выполняется? Вот у меня маркер, начало ряда стоит, и это у меня до следующего маркера, который отделяет рукавчики, будет спинка. Вот эти петли я буду провязывать поворотными рядами. В моем случае мне нужно 3 сантиметра росток, поэтому я буду провязывать 8 рядов лицевой гладью поворотными рядами. Я довязываю до маркера начала ряда и провязываю спинку 8 рядов. Остальное полотнище у меня просто находится на спицах. Когда вы отделяете маркерами рукавчики, полочку и спинку, тогда можно для удобства перенести петли на дополнительную нить. Мне же удобнее, когда все полотнище находится на одних спицах, поэтому я просто довязываю до маркера, разворачиваюсь и вяжу дальше. Когда я провяжу эти 8 рядов, я вновь вернусь к вам и покажу, как я буду делать подрезы и соединять полочку со спинкой. Я провязала 10 рядов азиатского ростка. Изначально я планировала провязать 8, но после примерки приняла решение, что нужно еще 2 ряда провязать. Азиатский росток, когда мы провязываем, обязательно количество рядов должно быть четным, то есть мы начинаем вязание от начала ряда, от красного маркера в моем случае, и заканчиваем также. Я перенесла петли рукавов на дополнительную нить, набросовую нить, для того, чтобы можно было хорошо мне примерить, разложить изделие и посмотреть, все ли правильно я делаю. После того, как я свяжу круговыми рядами еще сантиметра 3-4 до 5 сантиметров тела изделия, я сделаю еще одну контрольную примерку, чтобы удостовериться, что все мне подходит и все вяжу я правильно. Что дальше я буду делать? Вот нить у меня находится в начале ряда около красного маркера. Я провязываю первый ряд круга, первый круг, вяжу до соединения. Далее я буду набирать петли подреза.
До соединения я провяжу за кадром. Когда буду добавлять петли подреза, я вернусь к вам. Я провязала 99 петель спинки. У меня спинка и полочка по моим расчетам должны быть 210 петель, то есть по 105 полочка и спинка. У меня здесь их 99, следовательно, мне нужно набрать 6 петель подреза. Как я это делаю? Обычными воздушными петлями я буду набирать с каждой стороны по 6 петель. Первая петля, вторая, третья. Далее я вешаю маркер бокового шва условного и набираю еще 3 воздушные петли. Далее соединяю вязание с полочкой. Начинаю вязать петли полочки. Немножечко натягиваю здесь нить, чтобы петли не провисали. Буквально 2-3 петли. Далее возвращаюсь к своей обычной плотности вязания и вяжу до следующего рукава. Я довязала до начала ряда. Маркер пока сниму, чтобы он не мешал мне, не спадал. И здесь я также буду набирать 6 петель. 3 к полочке и 3 петли к спинке. 3 петли я набираю. Вешаю маркер начала ряда. Вот здесь теперь он у меня будет находиться. И добираю еще 3 петли. 2, 3. И теперь я соединяю в круг полностью все свое изделие и вяжу петли спинки. Также немножечко здесь подтягивая нить, чтобы петли не провисали. И таким образом я буду вязать изделие по кругу до нужной мне длины. Когда провяжу несколько сантиметров, буквально там 3-4 сантиметра, я сделаю еще одну примерку, чтобы убедиться, что изделие как раз мне по размеру, все подходит и не пришлось перевязывать, когда оно уже будет практически готово. После того, как я выполнила подрезы и соединила основную часть изделия в круг, я провязала лицевой гладью 25 сантиметров, затем перешла на спицы на полразмера меньше, те, которыми я вязала горловину изделия, и провязала 8 сантиметров резинки. Резинка та же самая, которой я вязала горловину. Далее закрываю петли. Петли я закрываю обычным способом. Вот так это выглядит по лицевой стороне. Давайте я покажу, как я это делаю. Также покажу, как красиво завершить закрытие петель по низу изделия. Закрываю я петли по рисунку, то есть петлю провязываю такой, как она есть. Вот у меня здесь лицевая скрещенная. При закрытии петель я провязываю ее обычной лицевой и предыдущую петлю сбрасываю через нее. Далее у меня идет изнаночная петля, я ее провязываю изнаночной и сбрасываю предыдущую петлю через нее. Вот таким образом я закрываю полностью все петли по низу. При этом я соблюдаю плотность вязания, чтобы петли при закрытии не были слишком свободными и слишком затужены. Плотность вязания должна соблюдаться та же самая, которая была при вязании резинки в моем случае.
Итак, лицевую скрещенную я провязываю обычной лицевой, перебрасываю через нее предыдущую петлю, изнаночную провязываю изнаночной, следующую изнаночную также провязываю изнаночной петлей и перебрасываю через нее предыдущую петлю. У меня на спице осталась одна петля. Теперь я могу отрезать кончик нити. Я оставляю где-то 15-20 сантиметров, чтобы мне было удобно потом заправить ниточку эту, этот хвостик. Я отрезала. Завязываю узелочек, то есть не сам узелочек, а в петельку в эту протягиваю кончик нити. И немножечко его затягиваю, но не сильно. Я заправила нить в иглу, можно это делать крючком, мне удобнее иголкой. Вот моя последняя петля. Теперь я ищу первую закрытую петлю. Вот это кромочка у меня закрытых петель. Она отличается от последующих тем, что здесь есть вот такая как перемычка. Поддеваю иглу под обе дужки петли. Смотрю, чтобы я не захватила лишней никакой ниточки. И протягиваю, захватываю от себя. Вот таким вот образом. Далее вновь от себя. Но сейчас я буду уже последнюю петлю использовать при закрытии петель, которая была, и поддеваю только под вторую дужку петли. Вот таким вот образом. У меня образовалась вот дополнительная петелька. Я ничего на этом этапе не завязываю, затягиваю ровно настолько, чтобы она по размеру приблизительно была такая, как остальные мои закрытые петли, и начинаю ее сразу заправлять. Каким образом я заправляю нить? Я буду ее заправлять в лицевые петли в одну из дужек. Поддеваю первую дужку и затягиваю. На первом этапе я проверяю, чтобы вот эта вновь сформированная дужечка соответствовала размерам остальных. И таким образом я заправляю нить. Все, она уже у меня не сместится. Немножко буду придерживать пальцем, чтобы не потянуть. И теперь я буду подхватывать несколько дужек вот таким вот образом. И вытягивать. Нить прячется аккуратно. После стирки еще немножечко ниточка распушится и сольется с дужками, и это вообще будет незаметно. Вот таким образом я заправляю хвостик. Точно так же я на этом же этапе заправлю хвостик горловины. При моем наборе петель, как вы видите, здесь вот начало ряда, срез здесь получается ровным, ничего здесь сглаживать не нужно. Я выведу нить, хвостик под вот эту дужку соединительной петли на изнанку и точно таким образом заправлю нить в лицевые петли, которые идут по изнаночной стороне изделия. Итак, основная часть изделия связана, осталось выполнить только рукава. Я связала один рукавчик. Я выполнила здесь такую небольшую минималистичную ластовицу, чтобы удобная была посадка. Набрала петли подреза, вот перед. Вот так выглядит он по спинке до ВТО.
Также я немножечко сужала рукав по боковому срезу, делала убавление, потому что я не хочу, чтобы он был слишком уж свободен. И когда вязала резиночку, я также делала убавление, каждую 10-ю петлю я убавляла. Теперь давайте выполним второй рукав вместе с вами. Петли с дополнительной нити я пересняла на спицу. Теперь я просто вытяну эту нить, она мне уже не нужна. У меня на спицах остались набранные петли, те, которые я снимала. Маркером у меня помечен боковой срез. Когда я набирала петли подреза, я здесь оставила маркер. У меня было 6 петель подреза, то есть 3 идет на полочку, наперед, и 3 на спинку. Плюс на спинку уходят петли с цепочки кромочных, те, которые я провязывала азиатский росток. Теперь я буду набирать петли с подреза и с боковых вот этих частей. Я буду пользоваться крючком, мне так удобнее. Вы можете набирать и спицами, кому как удобно. Я использую крючок без ручки, мне тогда удобно переснимать петли на спицу. На данном этапе нить я никак не закрепляю, я просто оставляю свободный кончик. Потом, когда буду прятать все кончики оставшиеся, я спрячу и этот кончик. Итак, начинаю набирать я петли от моего маркера центра. Но я набираю их не с цепочки, а опускаюсь чуть ниже и набираю прямо с петельки. Первая петля. Далее ищу вторую, поднимаю все аккуратно, расправляю. Вторая петля. И третья. Итак, я набрала 3 петли с подрезом. Далее у меня остается вот здесь такое расстояние. И если его оставить, то получится вот такая дырочка. Поэтому здесь я наберу еще 2 дополнительные петли. Как я это делаю? Я беру вот цепочку вот этой кромочки, но здесь все равно у меня остается дырочка. Так, я не вот эти возьму петельки, а вот эти вот так возьму. Вот одна цепочка, а одна уже петля. Далее по изнаночной стороне я ищу ближайшую дужку изнаночной петли. Вот она у меня. И тоже ее подхватываю. И все эти подхваченные ниточки я провязываю одну петлю. И вот таким образом у меня вот здесь тогда не будет ненужной дырочки. И еще вот здесь одну наберу. Я подхвачу ее вот здесь, вот эту дужку. Также поищу здесь ближайшую изнаночную дужку изнаночной петли. Вот она у меня. И провяжу также все эти вместе петельки, спрячу в одну лицевую петлю. Вот таким образом у меня набраны эти петли. Вот так они будут и выглядеть в изделии. Теперь я переношу эти петли на спицу. Одна, вторая, третья, четвертая и пятая петля. То есть по переду я набрала 5 петель. 3 из петель подреза и 2 дополнительные петли. Эти записи нужно или помнить, или где-то записать, чтобы второй рукавчик вы связали точно так же, и они получились у вас симметричные. Дальше я отбрасываю хвостик, он мне не нужен. И основной нитью я провязываю все петли рукава. В моем случае это лицевая гладь.
Здесь у меня будет 61 петля, так как я сбрасывала набросовую нить 61 петлю. Довяжу я лицевые петли за кадром. Когда буду поднимать петли по спинке, я к вам вернусь. Итак, я провязала 61 петлю с бросовой нити, плюс 5 набрала. Итого у меня сейчас на спицах 66 петель. Итак, я наберу с цепочки кромочных петель азиатского ростка 5 петель. Первая, вторая, третья, четвертая. Четвертая некрасиво получилась. Я ее переснимаю. Здесь спешить нельзя, чтобы не захватить ненужные ниточки, потому что в изделии это будет видно. Четвертая и пятая. И здесь у меня также между набранными петлями подреза и вот этими петлями, которые я набрала из кромочных, есть вот такая дырочка. Я здесь также наберу 2 дополнительные петли. Итак, 5 я набрала, теперь 2 здесь наберу. Вот здесь, наверное, я возьму одну петлю. Да, дырочки не получается, все красиво. Вот одна петля. И еще вот здесь наберу одну петлю. Так. Угу. У меня набрано 7 новых петель. И теперь я набираю 3 петли из подреза. Смотрю, где я остановилась, чтобы здесь было также все ровно и красиво. И набираю еще 3 петли. Одна, со следующей лицевой вторая. И вот это вот здесь будет у меня третья петля. Итого я набрала 10 петель. 4, 4, 10. И их просто переношу на рабочую спицу. Так как я их набирала сразу провязывая, то я их просто буду переносить. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и 10 петля. Все, крючок мне больше не нужен. Далее я развешиваю, убираю вот этот маркер, он уже мне не нужен. Здесь у меня будет уже красный маркер начала ряда. Теперь у меня на спицах получилось 76 петель. По моим расчетам для рукава мне достаточно 70 петель. Я не хочу, чтобы он был не слишком широкий, не слишком узкий. И вот с учетом свободы облегания я посчитала вот такое количество. Поэтому 6 петель я убираю, делая ластовицу. Она, во-первых, убирает ненужные мне петли, а вторая ее функция заключается в том, что с ластовицей посадка получается более удобная. И одновременно ее не видно под рукой в изделии, когда вы носите его. Итак, мне нужно убрать 6 петель, то есть я 3 петли убираю справа и 3 петли слева от маркера начала ряда. Я провязываю 3. Так, вот здесь нужно ниточку, кончик немножечко придерживать, чтобы петли не вытягивались. Итак, я провязываю 3 петли. Раз, два,
и 3. Надеваю маркер. Это я отделила петли, которые у меня уйдут на ластовицу. И вяжу дальше по кругу рукава. Не довязывая 3 петли, я вновь буду вешать маркер. Я провязала 70 петель рукава, те, которые мне нужны. Теперь я размещаю здесь второй маркер, который отделяет 3 петли ластовицы. Это был первый ряд, назовем его установочным. Здесь я пользуюсь счетчиком рядов, чтобы мне было удобно, не нужно запоминать, и при этом рукавчики получались симметричными, потому что здесь лицевая гладь у меня, и считать каждый раз ряды мне не очень удобно. Если у вас нет счетчика, это можно делать или же на телефоне, или просто записывая, делая какие-то пометки у себя в блокноте рабочем. Далее. Вот я не довязала 3 петли до начала ряда. Я не хочу делать убавление ластовицы в начале и конце ряда. Мне так не очень удобно. Мне намного удобнее делать в конце ряда, а затем сразу в начале. То есть на маленьком промежутке, на маленьком расстоянии между маркерами. Итак, не довязав первые 3 петли ряда, я делаю убавление 2 вместе лицевой с наклоном влево, то есть к красному маркеру. Далее провязываю 1 лицевую петлю, перевешиваю маркер и здесь вяжу симметрично. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Плохо мне видно, потому что стоит камера. Вот так. Провязала 2 петли вместе, и так у меня осталось между черным и красным маркером по 2 петли с каждой стороны. И продолжаю вязать второй ряд. Довязав второй ряд, в третьем ряду я не делаю никаких убавок. Поэтому вот этот ряд я довяжу, и следующий третий круг я провяжу за кадром. Далее покажу продолжение, как я выполняю ластовицу. Я практически закончила вязать третий круг. Здесь у меня осталось 2 петли, на которых я также в конце круга делаю убавление. Маркер мне больше не нужен, потому что после убавления у меня останется всего лишь 1 петля. Итак, 2 вместе провязываю с наклоном влево, то есть к красному маркеру. Вот таким образом. Вот у меня еще 1 петлю нужно убавить. Перевешиваю маркер. И в начале 4-го ряда также делаю убавление 2 вместе лицевой, но с наклоном вправо, также чтобы они смотрели у меня к красному маркеру. Маркер также черный убираю, он мне уже будет не нужен. Далее провязываю этот круг до конца и полностью 5-й круг. В 6-м ряду, когда я буду провязывать 6-й круг, я также буду делать убавление, но немножечко иначе, поэтому я вам также его покажу, когда провяжу эти 2 круга. Я не довязала 2 петли до маркера начала ряда и буду выполнять здесь последнее сокращение петель ластовицы. Но буду я уже не к маркеру делать убавление, а наоборот от него, точно так же, как я буду делать по всей длине рукава, когда идет сужение. Итак, перед маркером я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо, то есть в противоположную сторону от маркера. Перебрасываю маркер и за маркером провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево. И вот таким образом я буду убавлять петли по всей длине. Первое убавление я буду делать в 20 ряду, далее в 32, 44 и так далее. Каждые 12 рядов я буду сокращать
по 2 петли справа и слева от маркера. Когда я приступлю к вязанию манжета, я вновь включусь и покажу, как я убавляю петли перед выполнением манжета. Я провязала 134 ряда рукава, и после всех убавлений у меня на спицах осталось 50 петель. Но это мне немножечко многовато для манжета, поэтому сейчас я буду делать убавления перед вязанием манжета. Вернее, я буду формировать сам рисунок, узор, которым будет связан манжет, одновременно делая убавления. Я здесь точно так же, как и при вязании низа и горловины изделия, перехожу на спицы на пол размера меньше и начинаю формировать сам узор. Первая петля – это лицевая скрещенная, далее лицевая петля, лицевая скрещенная. Далее делаю убавление, провязываю 2 петли вместе одной изнаночной. Вот таким вот образом. Здесь наклон не имеет значения, просто смотрите по своему способу вязания, как аккуратнее получается внешний вид этого убавления. Далее провязываю 1 изнаночную петлю. Следующий раппорт узора я провязываю петля в петлю без изменений, то есть лицевая скрещенная, 1 лицевая, лицевая скрещенная и 2 изнаночные петли. И вот таким образом я чередую до конца, пока не будут провязаны все петли по кругу. У меня получится 4 раппорта этого узора. Еще раз повторю, как я делаю это убавление. Лицевая скрещенная, 1 лицевая петля, лицевая скрещенная, 2 петли провязываю вместе изнаночной. Далее 1 изнаночная и вновь повторяю вязание раппорта следующего без убавления. После того, как я провяжу 20 рядов резинкой, я закрою петли обычным способом, точно так, как закрывала по низу изделия, и спрячу кончики. Останется выполнить ВТО, и в принципе изделие готово. Мой свитер связан, я его уже постирала, отпарила, он готов уже завтра идти быть выгуленным. Какие рекомендации по ВТО я хотела бы вам дать? Скажу честно, что я свои вещи из шерсти и даже из кашемира стираю в стиральной машинке и сушу в сушильной. Но общие рекомендации такие я никому не посоветую. Почему? Потому что свою машинку и стиральную, и сушильную я выбирала, исходя из того, что я очень много вяжу, в том числе из шерсти и из кашемира. Ну, естественно, хлопок и другие волокна используются. То есть мне нужна максимально деликатная стирка. И своей машинке я доверяю. Она меня ни разу не подвела за несколько лет использования именно этой машинки. Перед этой у меня тоже была машинка, которую я выбирала, исходя из вот этих своих предпочтений. Поэтому я и стираю в машинке. Вам, если вы не уверены в своей машинке, чтобы не испортить изделие, особенно если это дорогие виды пряжи, потому что шерсть, настоящая стопроцентная шерсть, не искусственная, искусственную можно в любой машинке стирать, особенно если это кашемир, это достаточно дорогостоящие виды пряжи, и испортить изделие, деньги, потраченные на пряжу, и свой труд будет очень обидно. Поэтому как правильно производить ВТО таких изделий? Нужно замочить на 10-15 минут, не более, в теплой воде с мягким моющим средством, которое предназначено именно для шерсти.
Потом вытащить из этого тазика вот так аккуратно на руках, чтобы вода могла свободно стекать. Переместить изделие в тазик просто с еле теплой водой. Быстрее эта вода комнатной температуры, нежели теплая. Его легонько вот так, жмякая, там прополоснуть, чтобы моющее средство вышло, и повторить, меняя воду раза 3-4, чтобы моющее средство не осталось в волокнах вашего изделия. Затем также его вытащить руками, ничего не отжимая, ни в коем случае не отжимая, потому что так можно повредить вот такие деликатные волокна. Дать воде немножечко стечь и переложить на сухое полотенце. Потом сухим полотенцем обернуть изделие и впитать излишки воды. Так нужно повторять, меняя где-то 4-5 полотенец. Я говорю о больших банных полотенцах. После чего, после последней вот такой просушки, дать впитаться еще дополнительной влаги. Сразу хочу сказать, что последнее полотенце у вас должно быть чуть влажное, оно не должно быть мокрым. Если мокрое, вновь меняете на другое чистое полотенце сухое. После того, как вы вот так отжали с помощью полотенца свое изделие, вы его раскладываете на ровной поверхности, расправляете все детали, где-то нужно чуть-чуть будет подтянуть, где-то наоборот сжать его, чтобы изделие визуально выглядело красиво и привлекательно, и дать ему высохнуть. После чего по изнаночной стороне изделия пройтись паром. Здесь подойдет практически любой бытовой утюг. Они сейчас все идут с отпаривателями. Не обязательно здесь нужны какие-то специальные утюги и отпариватели. Легонько пройтись паром, рукой еще раз разровнять все петельки, и изделие ваше готово к выгулу, как мое. В принципе, это все рекомендации. Да, они немножечко хлопотные, но это правильное ВТО именно для деликатной пряжи. Желаю вам успешных изделий, и если вам понравился мой мастер-класс, буду очень благодарна, если оставите комментарий, лайк, подписка, безусловно, всегда приветствуется. Всем хорошего дня, легких петелек и до встречи на канале.